Это здание пироманта. Финальная, так скажем, стрела. Скрижали выполнена, дорогие друзья. Ты еще кто такой? Чародейка? Ну что же, я всех рад приветствовать с вами, снова эфир и добро пожаловать в продолжение прохождения сборочки Vortex. Ну что же, начинаем. Да, друзья, в прошлой серии мы остановились на том, что у нас началась зима. Как вы можете заметить, везде все во льду, в снегу, все перестало расти, у нас лишь только вот капустка вырастает. И также мы наконец-то занялись магией. Мы сделали вот такую вот красивую фармилочку, которая у нас вот здесь стоит. И также поставили здесь вот такие вот наши первые ритуальные блоки. Жаровня, а также каменные руки. Благодаря этим блоком мы смогли сделать что? Мы смогли сделать первый камень души, осколок души вернее. Делается он в целом довольно прост. Это нужно ли всего лишь 2 монопыли поставить в руки, по центру эссенции плавления, зажечь огнем и, собственно, вот и все. Также у нас было в прошлой серии событие, которое позволило нам добыть вот такие вот крутые, на самом деле, брони, да, то есть алмазный шлем, нагрудник, вот такие вот крутые ботинки. И также мы в прошлой серии добыли наш первый теневой самоцвет, который у нас пошел на улучшение нашей колонии. Кстати, как вы можете заметить, у меня почему-то вокруг дома, который мы в прошлой серии поставили, стоит какая-то непонятная окантовка. И, кстати, улитка, привет. Что же это такое? Это я за серией побегал. Ну как, я буквально чуть-чуть побегал. Эту серию я, можно сказать, записываю подряд. Вот сразу же после 8 серии, поэтому не обессудьте, я комментарий к 8 серии не прочитал, поэтому имейте это в виду. Вот такой у нас дом стоит, он у нас потихоньку улучшается, я ему уже все ресурсы принес, то есть я думаю, так, ну окей, давай уже начнем, раз уж на то пошло. И вот у нас идет потихонечку строительство нашего дома. Что же в этой серии мы будем делать? В прошлой серии говорил, что нам уже пора заниматься потихоньку магией, в этой серии мы наконец-то сделаем вот такой вот крутой волшебный верстак, который делается в целом вполне просто, за исключением вот этого малого самоцвета, который делается в тигеле. А в данном случае в тигеле самоцвет души делается с помощью грубого лазурита, который, кстати, у нас как раз таки отсутствует, потому что я его потратил на то, чтобы получить обычный лазурит, и у меня сейчас его, как вы можете заметить, нету, к сожалению. Также мы в прошлой серии немножко улучшили наших пчелок, мы добавили коробку расширения и... О, смотри, что оно нам сделало! Блок рудного магнетита. И добыли 1 рудный магнетит. Всего лишь магнетит твой камень, черт возьми. Вот это достижение прикольное. Всего лишь 1 штучка. Я-то, блин, думал... знаешь что? Да, я дурак. Мне надо было то шелковым касанием добыть. А я дурачок. Надо было долото взять и долото тыкнуть. Ну ладно, пусть стоит. Что у нас тут? Немножко делается кварц. Тут у нас делается олово, железо и медь. Окей, на пчелах мы пока что остановились, потому что мы буквально их развить дальше не можем. И что нам надо делать в этой серии? В этой серии я хочу пойти кое-куда. Вот прямо сейчас мы кое-куда и отправимся. А кое-куда это в одно интересное здание. Вернее, даже данж кое-какой очень интересный, в котором будет, поверьте мне, очень много лута. Но перед этим я бы хотел немножко выложить вещи из рюкзака, потому что у меня здесь их довольно много и всяких лишних и ненужных. Вот ко мне еще пригодится. Также, кстати, нам в прошлой серии выпала скрижаль. Вот, собственно, она. И нам нужно убить 4 паука с помощью лука. Вот как раз таки лук у меня здесь и лежит пока что, пусть лежит, а пригодится, я в этом уверен 100%. Ну и в целом все. Больше у меня такого прям чего-то сверхъестественного нету. Да и в целом больше мы ничего и сделать-то да и не сможем на самом деле, потому что у нас и возможностей так таковых нету, чтобы сделать что-то еще. Также, давай, знаешь что? Да, у нас сейчас проблемы большие с маной, потому что у нас маны сейчас, ну, прям очень сильно не хватает, а это из-за того, что у нас буквально нет угля. Вернее, даже не то, чтобы даже угля, у нас не хватает выработки данной маны. Дело в том, что нам, по сути, надо что? Нам, по сути, нужно больше эндопламя, для того, чтобы они перерабатывали больше угля в ман. В целом, распространитель маны справляется с 2, он и будет справляться и с 4 эндопламя, и с 6 эндопламя он будет справляться. Ну, 1 распространитель, ему будет хватать этой мощности для того, чтобы его, так скажем, переработать в ману, поэтому это не проблема. Но еще самая главная проблема у нас в том, что у нас нету банально угля. И как раз таки эту проблему я бы хотел починить, но проблема заключается в том, что вот как раз таки уголь я бы хотел бы, знаешь, где найти? Хотел бы найти вот здесь.
с помощью вот этого вот рудного магнетита, которого, кстати, у меня вот одна штучка вот. И, допустим, окей, у меня еще одна штучка, вот еще одна штучка есть. Но мне надо их целых еще 2. Да, я бы хотел в этой серии еще сделать компас природы. Я надеюсь, что пчелы смогут мне данный блок сделать. Я с помощью долото соберу его. Вот видишь, пчела пытается его как-то сейчас... О, вот это прикол, прикинь, получилось. Так, ну железная пчела его сейчас опыляет, потому что она, скорее всего, хочет что-то получить у него. Но я, пожалуй, этот блок хочу забрать. Вот. И мы получим 9 рудного магнетита, который впоследствии мы сейчас превратим в компас как раз-таки этого природы. Просто я хочу, знаешь, что сделать? Я хочу... Этот сам... Ой, скажи, я хочу... Скажи, я скажу точнее. Кстати, мы еще можем сделать магнит на самом деле. Сколько тут у меня? У меня 7 штук. Да, мы можем еще сделать магнит, потому что мы магнит тоже хотели сделать. Он, кстати, довольно прикольный, потому что буквально вот можно правой кнопкой нажать и будет притягивать предметы и в радиусе 8 блоков. Тоже очень прикольная штука. И да, для того, чтобы создать наш компас природы, нам нужно симметричные... Что? Симметричные резные? Это что за такой интересный крафт? А, подожди, надо вот так вот, да? Да, вот. И 4 любых, я так предполагаю, саженца, да? Да. Я ж не могу сделать компас природы, потому что нам нужно выполнить скрижаль. Да, вы научитесь создавать компас биомов, как раз таки вот он. Черт. Ну ладно, пусть тогда здесь лежит. В любом случае, я думаю, мы сделаем. А да, мы сделали один из предметов. Он даже в пристанище, если не ошибаюсь, находится. Вот. Мы получаем 2 пепельные эссенции. Кстати, на самом деле, эта пепельная эссенция нам очень даже в будущем пригодится, на самом деле, для того же алхимического котла. Это первое. И для вот многих крафт, то же самое, вот светоч пустоты, вот здесь, чтобы улучшить количество. Ну, довольно много, на самом деле. А вот еще для азглозовой смеси, который делает слиток азглоза, который делает впоследствии базовую схему управления. И да, кстати, мне в чате написали то, что у меня постройка дома завершена. Я так понимаю, то, что у меня 2-й уровень сейчас дома, да? Если я правильно понял, да? Да, по всей видимости, оно так и есть. Сейчас у нас уже 2-й уровень дома. И, скорее всего, я вот за серией же бегал, да? У меня так до сих пор новый житель не появился. То есть, да, видишь, 2 поселенца новых, понятное дело. 2 кровати, естественно. И в теории мне нужно улучшить колонию до 3-го уровня для того, чтобы она могла производить детей, да, начала какое-то потомство производить. Нам нужно еще один уровень колонии. Куда ты идешь? Че ты ко мне в гости идешь? Окей, давай тогда отправляться в кое-какое маленькое путешествие. Еще нам, кстати, надо не забывать, что нам нужно где-то найти улей. Ну, улей на самом деле мы можем даже сейчас не искать, прям, знаешь, активно. Мы можем просто сделать компас биомов и впоследствии найти Сакуру, и там уже, или даже может где-то здесь она есть. А вот может вон там есть Сакура или где-то еще. Можно будет поискать, то есть даже искать на самом деле не сильно нам надо. Ну окей, мы сейчас отправляемся вот в это вот здание. Оно находится, ну на самом деле недалеко от нас. Вот. Также, кстати, можно еще будет вот это здание зайти. Но я правда не помню, что там было. Точнее, даже не то, что не помню, я не знаю, есть. А вот в это здание нам нужно будет сходить, потому что там мы встретим кое-кого. И убьем кое-кого. И получим очень много, на самом деле, полезных ресурсов, которые нам явно пригодятся. И может, кстати, здесь в этих деревьях ездит где-то улей. Может такое вполне быть, потому что это яблочный мир. Ну, не мир, а биом. Здесь, может быть, тоже улей висят где-то на деревьях. Ну, по крайней мере, просто нужен один улей для того, чтобы сделать специальный шлем, который может впоследствии нам помочь в развитии пчел. Ну, окей, ладно. Мы приплыли. Броня у меня в целом, ну, такая себе на самом деле. Могла бы быть получше, но ладно. И что же? Привет, здание. Вы спросите, что это за здание? А я вам сейчас это как раз таки отвечу. Кстати, на самом деле я бы сейчас еще немножко добыл бы дерево. Ну что, дерево мне сейчас надо будет для того, чтобы забраться кое-куда. Собственно, как вы можете слышать, у меня уже какие-то звуки на фоне появляются. И это неспроста. Это здание пироманта. Я уже в него захожу 3-й раз. Уже за все время я уже в 3-й или в 4-й даже раз сюда захожу. И нам нужно подняться сейчас на самый-самый верх. Для того, чтобы найти вот это. Руда доспех. Мы ее уже можем добыть. И вот появится вот такой вот...
Новый ребенок! Новый ребенок! Алексия Гупта теперь счастливо живет в Майнхата. Ну, то есть в нашем городе. Любимый город в синей дымке тает. Пришло время для бума поселенцев. Дети могут родиться только при наличии свободного пространства в доме зданий. Чтобы дети росли, они должны быть сыты и хорошо спать. Это, конечно, круто, но я умер. Надо лететь. В целом, много ума не надо, чтобы его убить. Мы можем буквально сейчас его один раз стукнуть, подняться на 3 блока и все. А может и нет. А может на 4 блока. Замахнешься? Не замахнешься. А я по тебе попаду? Не попаду. Если на 1 блок ниже, то... Ай. Ай. Ты меня, если честно, уже немножко достал. Давай отсюда валяй. И мы, кстати, получаем за это 2 пепельные эссенции. Тоже, кстати, очень круто, но и немножко кусочка железа. Спасибо тебе большое. Кстати, наверху же еще была бочка, которую я так и не залутал. Давай мы сейчас туда поднимемся. Самое вкусное нас ждет внизу. Поверьте мне, нас ждет самое вкусное именно вот внизу. Нам сейчас нужно подняться наверх, где-то здесь вот бочка. И мы получаем стену огня. Легендарную, кстати. Также слезу Гаста. Ну благодаря ней я мог бы сделать этот самый Нендер Жемчуг. Я и хотел в целом сделать. Ну ладно, но я тратить явно не буду. Также немножко угля порохом. За это большое спасибо. И что же, давай спускаться в самый низ. То, куда нам и нужно. И здесь мы встретим нашего давнего друга, Пироманта. Привет, дорогой друг, давно не виделись. Я в нем могу довольно много всякого интересного купить. Вот, кстати, та же самая стена огня, например, которая вот нам выпала. Но, к сожалению, у меня нету изумрудов с собой. Поэтому, к сожалению, придется с тобой немножко расстаться, друже. А он, кстати, больно бьется на самом деле. Кстати, я еще, наверное, сейчас могу и умереть. Не, не умру. И мы получаем огненный снаряд, эссенцию плавления, эссенцию волшебства и руну огня. И здесь мы получаем... Да, ты просто посмотри, сколько всего получаем. Но это еще не все. Это даже близко не все. Смотри, здесь есть очень много чего скрыто. Видишь, открывается здесь то, что надо. Здесь прям... очень много чего... ну жгучая или можно чисто, знаешь, ради... Ну, может это квест, кстати, мы сейчас получим. Вроде нет. Мы его выпиваем, получаем тошноту 4, спешку и огнестойкость. Кстати, спасибо. И вот, кстати, достижение. Сегодня 2 ребенка было рождено. Кровати, кстати, у меня, к сожалению, с собой нету, но и бог с ним. Здесь у нас книга и перо, начертательный стол, но нам не сильно на самом деле нужен. Больше всего, что нам надо, это поисследовать вот эти все места, потому что везде здесь есть какие-то скрытые помещения. Вот еще подвал здесь есть. То есть здесь на самом деле лутать прям можно много чего. Есть очень много всяких скрытых помещений. Прям я бы сказал очень много. То есть здесь буквально можно взять, копнуть вот так вот с помощью вайнмайнера, все. И ты здесь найдешь куча всяких приколов, потому что их здесь реально, ну, прям я бы сказал очень. Я знаю то, что за вот этими блоками есть вроде бы кто-то, какой-то сундучок, если я не ошибаюсь. Вот. Смотри, вот тебе и рычажок, который открывает вот эту дверь. Да, вроде бы, кстати, здесь еще вроде какая-то комната есть на самом деле. Только я не помню, где бы она могла находиться. Вот он, видишь, дверька. Здесь у нас кольцо ядостойкости есть. И все. Что-то как-то аж грустно. Я бы сказал, очень грустно. Здесь, к сожалению, ничего под низом нету, но за исключением, конечно, подвала, который у нас там где-то есть. Окей, пошли тогда в подвал. Пошли тогда в него. Здесь тоже очень много всякого интересного можно здесь найти. Пустую руну, к примеру, кстати, которая, поверьте мне, здесь сыграет очень большую роль. И это реально факт. Магический снаряд, причем максимального уровня. Ема. Стена огня. Не, ну стена огня, конечно, нам не сильно нужна. Хотя пусть будет. Лишней не будет, как говорится. Здесь еще, я знаю, есть куча всяких спрятанных мест. Только я не знаю, где они здесь могут быть. Вот здесь я точно знаю, что-то есть. Вот если вот сюда вон туда пойти сейчас. Вот, видишь, во-первых, отходы здесь какие-то. Мусор. Кстати, это вроде бы достижение, на самом деле, не достижение, а квест. Я же вот по квесту вот мусорку сделал. Да, давай только сложим сейчас всякие вещи. Вот, пожалуйста, тебе еще куча всего, что можно залутать. Я отсюда на самом деле буду... ну маринованный паучий глаз на самом деле я тут также забирать. И сахар. Потому что сейчас у меня из всего этого ничего не растет. А поверьте мне, маринованный паучий глаз мне очень нужно будет для того, чтобы сделать нам жителей. Во всяком случае, это довольно важная штука. И, кстати, что благодаря магме делается? Могу ли я что-то сделать благодаря магме? Руну могу сделать. И огненную пчелу для того, чтобы
она опыляла что-то. А мама моя пчела. Понятно, я это вряд ли сейчас сделаю. Окей. Что тут у нас? Просто подъем. Окей. Здесь мы подлутали. Нам нужно теперь где-то искать здесь еще одну скрытую комнату. Потому что я помню, что это еще не все. Здесь я помню еще что-то должно быть. Вот, видишь, в этой стороне что-то есть. Во, видишь? Во-первых, куча улей. Это, кстати, на самом деле очень прикольно, на самом деле. Можно забрать. Давай сюда факелок поставим. Да, давай еще, кстати, покушаем, потому что у нас еды маловато. Ну и не может быть, чтобы здесь была просто пустая комната. Ну ладно, может быть им... Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Но я сейчас просто готов все здесь разнести, для того, чтобы здесь еще что-то найти. Но не может здесь быть, что просто была комната с ульями и больше ничего. Это прям очень странно, на самом деле. Я бы сказал, прям очень странно. Что-то я по ощущениям здесь явно пропустил. И что? Я нашел еще вот здесь одно сокровище, в котором было заклинание грозы, железный мечик, немножко еще всяких чернил, и в целом все. Больше здесь добывать нечего. Можно еще, знаешь, кафедры забрать, чтобы наверняка был. Ну и в целом вроде все. Можно еще ковры забрать, знаешь, чтобы уже его разграбить прям не то что полностью, а прям к нулю. И, кстати, то, что на самом деле сейчас на улице ночь-то хорошо. Знаешь почему? Думаю, ты очень в курсе, потому что нам надо сейчас здесь где-то паучков найти. А паучки это очень хорошо. Давай вот вместо мусора возьмем сейчас вот это, а вместо долото возьмем стрел. И нам сейчас нужно искать где-то здесь паучков. Нам нужно всего лишь 4 паука. Так, там у нас улитки. На самом деле скелеты тоже довольно полезные мобы, потому что с них падают кости, и мы сможем кости выбить. Вот, смотри, красивая же, да? Думаю, да. Но, блин, я пауков не вижу. Кто видит красные глаза где-то здесь? Я просто нигде не вижу. Мне бы хотя бы, парочку паучков, чтобы скрижаль открылась. А это не паук случаем был? Нет, это шерсть ходит. Черная ходячая шерсть. Блин, аж как-то обидно. Ни одного паука, что ли, я не встречу за всю эту ночь? Ты прикалываешься? Ну, пауки, это же добрые существа. Это же мои, друзья, с которыми мы уже давно знакомы. Ну, дай мне паук. Вот паучок есть. Раз. Так, первый есть. Я надеюсь, он засчитался в квесте. Да, засчитался. То есть нам в теории еще надо 3 паучка. Да, но есть маленькая проблема, то что на улице у нас уже, к сожалению, рассвет. И... О, нет, не рассвет, я где-то у паука услышал. Во, что это такое? Чего их тут так много? Почему их тут так много? Тут целых 2 было. А что это такое за место? Майнселс? Что мне выпало сейчас? Во-первых, тут крипер есть. А во-вторых, мне вроде что-то выпало, нет? Не, иди сюда, друже. Ну не надо. А во, рюкзак. Спасибо. А что-то могу положить? Давай вот золото. Вот у меня еще один рюкзак откроется. И, кстати, можно сюда вот это все поскладывать. Что это за место? А, вот мне выпало. Руководство Майнселс. Пчеловодстве. Яйцо призыва пчелы. Майнселс. Измерение. Что бы это ни значило, но мне очень интересно. Мне нужно всего лишь еще одного паука убить. Что это? Здрасте. Тюремная камера. И чё? Это какое-то типа измерение? А, ну затем... Я понял. И вспомни. Короче, это как раз измерение нам откроется. Вот, видишь? Самое последнее. Откроется доступ к измерению Майнселс. Вот как раз таки это оно и есть. Да, это же это Майнселс, все верно. О, как. То есть в теории, если мы найдем где-то еще одного, мать его, паучка, надеюсь, ночью мы его найдем, следующий, у нас откроется Майнселс, и в теории мы можем туда пойти. Это будет, кстати, интересный опыт на самом деле. Дело в том, что мы как раз благодаря тому, что убьем еще паука, мы сможем сделать компас природы, так еще плюс ко всему мы сможем еще и пойти в Майнселс. И, кстати, здесь на самом деле не пахнет, чтобы так сильно атмосферой зимы. Что это за пчела, кстати, интересно летает. Привет, шоколадная шахтерская? Да, все верно. Нам такие уже не нужны. Да, также, кстати, в прошлой серии я сказал, что я немного, сильно довольно протупил тем, что я прогрузил довольно большую территорию сейчас, потому что она вон аж куда идет. 128 чанков прогрузилось. Просто дело в том, что мне нужно сейчас будет прогружать новую территорию для того, чтобы вот в будущем скрижали у нас откроются, будут спавниться структуры из мода Twix и Mine Colonies. Также в мире начнутся спавниться существа Reds и Эйдолон. То есть в теории у нас начнется изучение крыс, я так предполагаю. И скорее всего продолжение изучения Эйдолона. Да, скорее всего. Может да, может нет. Пока без понятия. Пока вообще без понятия. Давай тогда сейчас смотри, пораскладываем все предметы. В целом,
как будто бы без разницы куда, потому что у меня сейчас нету прям специализированных, так скажем, сундуков как раз под всякие типа а-ля заклинания, типа а-ля что-то другого. У меня, к сожалению, такого добра не имеется, поэтому придется пока складывать везде, а там уже в будущем сделаем какой-то прям вот, знаешь, прям вот специально вот именно вот только вот для этого. Вот именно вот для этого. Кстати, у нас еще же появились огненные стержни. Это очень даже, кстати, классно, потому что мы сможем сделать... Что мы сможем сделать? Мы сможем сделать... А я забыл, что я хотел сказать. Мы сможем сделать... Мы сможем сделать зельеварку, которая впоследствии нам понадобится для того же самого, к примеру, зелья слабости. Это очень круто, поэтому этим нужно будет как-нибудь заняться в ближайшее время, по крайней мере. Потому что жители там у меня есть, они у меня дома сидят, отдыхают. Да, этим нужно будет обязательно заняться. И также, кстати, я вижу, что у меня место в инвентаре просто уже 0. Прям реально 0. Да и по сундукам у меня в целом места уже, видишь, немного. Хотя это железные сундуки, нужно сделать золотые. Или... сразу же рискнуть, ну как рискнуть, шикануть, я бы сказал даже, и сделать сразу же с железного вот на алмаз. В целом для этого так такового сильно большого не надо. Мы можем вот сделать железного на золотое улучшение. Как раз, кстати, я золото вроде бы приносил. Вот, у меня есть как раз. То есть нам в теории надо 2 сейчас улучшения. Раз 2 мы сможем и сделать. Давай сразу тогда 2 и сделаем. Блин, а подожди, а как делается золотая пчела, интересно? А, там же вроде светокаменная нужна, да, вот светопчела, точно. Или подожди, или появление... Ага, ну или так, точно. Так, железное золотое есть. Также давай возьмем сейчас по 4 алмазика. И также стекла, которое у меня закончилось, потому что я его потратил на создание бутылочек. Кстати, о бутылочках. Надо взять эти бутылочки и пойти отнести нашим друзьям-пчелкам, для того, чтобы они производили больше меда. Я, правда, честно, уже не знаю, куда мне этот мед весь девать. То есть у меня реально все здесь забито, и куда мне это все девать, я реально не знаю. У меня центрифуга все время пашет забита, потому что у меня нету большого количества свободного. Вот, видишь? У меня куча медных, куча уже вот оловянных, вот стак еще железных есть. У меня уже скоро не будет куда мед складывать. То есть можно лишь только вот так вот сделать. Вот сюда весь мед перельется, вот видишь? Сейчас тут стак будет переделываться. Окей. Давай сейчас пойдем добудем немножечко песочка. Давайте где-то сделаем прям под водой, дабы нам не сильно засорять наш остров, наш берег, так скажем. Давай, 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 быстрее, все, спасибо. И что, тогда мы сейчас сделаем 2 новые хижины работы. Сделаем хижину курьера, склад и ресторан. Дабы он сейчас это все делал. Блин, у меня нет угля. Ну ладно, уже чуть-чуть появилось так. Но это, блин, это чертовски мало. Это реально, ну, очень мало. Это прям жесть как мало. Нам реально нужно очень много угля. Но для этого надо нам выполнить чертовую скрижаль. Ну, окей, пока пусть у нас плавится, давай сейчас займемся вот этим вот. Нам нужны железные ботинки. И также где-то у меня вот посох строительства. Давай сюда мне курьеров. Далее мне нужен склад. Это контроллер ящиков. Кстати, вот это будет, наверное, даже тяжело. Потому что... Хотя я бы не сказал. Это прям будет на самом деле сейчас реально легко. Как же делаешься? Да. Так, далее 2 redstone компаратора. Вот здесь будет маленькая беда, потому что нам нужен кварц. Но и здесь у нас проблем никаких нету, потому что у нас есть мана, благодаря которой мы можем сделать данный кварц. Да, ну, я считаю, это просто прекрасно на самом деле. Давай также сейчас сделаем факелки. Редстоуновые, которые чикс. И возьмем также сейчас 6 камушка для того, чтобы сделать 2 компаратора. И, кстати, еще нам нужно взять 1 алмаз для того, чтобы сделать сейчас данный контроллер. Также нам нужно еще 5 камушка. И на улице начинает вечереть. Имейте это в виду. Потому что нам нужно отправляться на добычу пауков. И склад, кстати, у нас тоже получен. Кстати, заметь, делается этот склад в количестве 1 штуки. Имей это в виду. А яблочное пюре в целом очень легко делается, только для этого нужны яблоки, которых... Я вас услышал, спасибо большое. Я вас понял. Но мне сейчас более важны пауки. Мне нужен один, мать его, где-то здесь паучок. Я слышу кучу зомби, но мне нужен не зомби. Вон он, бежит, бежит, бежит. Все, это моя сейчас будет просто финальная, так скажем, стрела. Скрижаль выполнена, дорогие друзья. И теперь мы можем со спокойной душой отправляться
кроватку и ложиться спать. Теперь мы можем взять, во-первых, компас природы. Будут спавниться теперь новые структуры. Будет куча всего делаться, и это не может не радовать. Скрижаль выполнилась. Круто, спасибо. Давай сюда все квесты, улучшение ящиков. Походный мешок. Щит, спасибо. Полезно. Нет, даже близко не полезно. Ну ладно. Нам нужен ресторан. Для этого нужно яблочное пюре. А для этого нужно яблоко, которое знаешь где. Правильно, мы можем добыть с любого дубового буквально. О, привет! А ты мне, кстати, нужен. Вот еще, пожалуйста, один самоцвет. И, кстати, за него мы... Тихо! Спокойствие. Мы получаем перемещение. Еще один самоцвет. Блин, я правда не знаю, знаешь что? Я не знаю, загнобят ли меня сейчас в комментариях. Мать, у меня тут место теперь. Я не знаю, загнобят меня по поводу того, что я хочу сделать еще один дом. Просто смотри. Не, ну хотя с другой стороны, я погляжу здесь, ну прям чего-то интересного нету. Мы можем увеличить количество. В целом сделать, ну, эссенцию магии, окей, янтарь. Янтарь падает существа. Ну, то есть я не думаю, что это сильно большая проблема. Да, мы можем сделать еще один в теории дом. И я это хочу и сделать. Потому что почему бы и нет. А также мы получаем кучу опять квестов. Получаем конфетку душ со вкусом жатвенной малины. Спасибо, окей. И... Ой, куда я ресторан-то убрал? Окей. Давай сейчас тогда пойдем к нашим колонистам. Во-первых, поставим дом, клад, курьера. Пусть начинает это все создаваться, строиться. Построим нашего хижину, дом. Прям вот, можно сказать, на том же уровне, где это. То есть это нам нужно вот сюда ее куда-то втыкнуть. Фундаменты, дом, резиденц. Только развернись. Во. И нужно теперь сейчас просто куда-то вот так вот вправо задвинуть, для того, чтобы оно не мешало. Ну, если я не ошибаюсь, 3 блока надо, чтобы было расстояние. Как раз 3 блока здесь и есть. Ну-ка, давай сюда на меня, на один. Во, вот так. И у нас в теории будет ровно... А нет, не ровно. Вот так вот надо. Все, ставим. Да, видишь, все ровненько. Тогда где-то вот наш... Запускаем строительство здесь. Потом склад и курьер у нас будет, скорее всего, где-то вот тут. Ну, склад должен стоять тут где-то. А только где он должен стоять, скажи мне, пожалуйста. Это не military, это не agriculture и не education. Теория это крафт машин. Вот, видишь? Склад warehouse. Какой же ты, мать его, огромный. Ну, хотя я бы не сказал, что сильно огромный. Я даже его вот тут бы и поставил на самом деле. Давай только сейчас мы на 2 блока вперед отсунем. Вот. Чтобы было прям, ну, красиво ровно. А альт это что? Есть... ну это булыжник просто ставить. Ну, булыжник я хочу, конечно. Давай тогда сразу же запустим на строительство. Также сюда поставим сейчас хижину курьера. Прям вот притык почти. Вот, хижина курьера. Она на самом деле небольшая, но тоже имеет свой какой-то размер. Раз, два, три. Все, отлично. Еще один блок. Вот так. И ставим его вот сюда. Ну вот этот можно сломать на самом деле. Сейчас еще возьмем у дровосека эти. Скажи, я скажу. Мы сейчас возьмем яблоки, чтобы сделать яблочное пюре. И у нас будет возможность делать кое-что крутое. А именно еще построить ресторан. А ресторан должен на самом деле стоять прям по центру возле ратуши. Что случилось у тебя, друже? Тебе нужна кирка? Сломал? Ты реально сломалась кирка? Ты настолько много уже прокопал? Я бы не сказал, что ты сильно много прокопал. А у меня вроде бы где-то, кстати, кирка была. Так вот она, ёп. Ты чё? Ну, кирка каменная, железная, вот, запросы. Ты чё внезапно начал противиться? Он копал алмазный, копал, и тут резко перестал копать алмазную кирку. Теперь он требует железной кирки. Странно, но окей. Привет. У тебя есть ли яблочки? Есть, конечно. Просто ты мало добываешь дерева. Знаешь, чем это вызвано? Вызвано это тем, что, во-первых, скорее всего, здесь не прогружается территория. Это первое. И второе, это то, что мало там деревьев посажено, скорее всего. Ну, может быть, по крайней мере, честно не знаю. Но, может быть, оно и так, правду, просто место. Точнее, дерево не вырастает. Окей. Ну, ладно. Давай яблочный пресс, начинай работать. Сейчас мы сделаем яблочную пюрешку, так называем. И сделаем так называемый ресторан. Только... ну да, все правильно. Вот так вот, чикс. Сейчас он сделает на пюрешечку. И далее. Что у нас по квестам дальше? Лен пока не сделаем. Кстати, компас природы. Точно. Компас природы точно. 4 любых дерева и 4 любых саженца. Соответственно, делаем... нет, не вот эти деревни здесь. Извините. Вот эти вот 4 дерева. И делаем наш компас природы. Ух!
Это на самом деле даже не обычное достижение, это прям успех. Это прям очень хорошо. Получаем 2 эссенции природы, получаем компас строений. Ну и как можете заметить, вот, пожалуйста, здесь мы можем искать. Ну, можем даже вот зайти сюда, вот видите, просто вот написать, что хочешь. Например, там, да, горы, да, или там написать английскими буквами прям горы. Только я не знаю, ну, горы. Надо будет посмотреть, как называется биом, который нам нужен, обязательно. И достижение, кстати, может еще и квест за него мы получим. Нет, ну ладно. Получаем ресторанчик, и все. Больше нам в целом ничего такого не надо. Еще компас, кстати, мы еще в подарок получили. Надо нам он, конечно, просто жесть. Прям. Эндермен где-то, кстати, здесь бегает. Кстати, а что я его скипаю? Здесь их целых 2. А мы получим? Получим. Мы получали целый эндер-жемчуг. Дерн, кстати, который... Что-то мне кажется, что для чего-то надо. Гнедош милей. Земля из мраморного сыра. Семя мира. Руна Мидгарда. Ну и опыление у карьерной пчелы. И вправду, на самом деле, надо. Прям, я бы сказал, очень надо. Давай тогда возьмем с собой кроватку. Кстати, еще давай возьмем с собой кирку железную. И даже не одну, чтобы наш привереда шахтер начал копать, а то негоже не копать. Также у нас, кстати, какой-то выполнился квест. Родной свинец. Я не могу. Я еще не знаю, как этим пользоваться. Вот это, кстати, очень плохо. Середина зимы. Блин, это следующий день у нас будет финальная зима. То есть поздняя уже будет потихоньку, наверное. Хотя, ну нет, теплее становиться не будет, скорее всего. Сомневаюсь, что будет теплее становиться. Ну ладно, чё уж. Где у нас будет стоять ресторан? Давай прям возле ратуши на самом деле поставим, потому что, ну я думаю, будет приятнее людям заходить сюда вот так, нежели как-то по-другому. Вот, собственно, да. Вот так вот у нас будет выглядеть. Варвары? Какие варвары? Восток. Оттуда идут варвары. Какие, мать его, варвары? Какие варвары? Подожди, восток, ист, саус, ага, вест, запад. Отсюда куда-то какие-то варвары ко мне идут. Что? Не, давай, подожди, давай я сначала посплю. Таинственных воинов заметили к востоку от Майнхат. Но у нас, кстати, сезон поменялся. Какие варвары? Я их здесь не вижу. О каких варварах идет речь? Я не знаю, правда, о каких варварах идет речь. Просто здесь их нигде нету. Ну, варвары раз, то есть оттуда. Ну ладно. Так, что у нас по строительству? Раз, два, три. То есть, по сути, в теории мы можем еще... нет, не можем. У нас уже здесь пересекается. Здесь надо вот так вот. А здесь у нас уже с вот этим пересекается. Черт. Тогда надо развернуть. Блин, здесь будет очень сильно пересекаться на самом деле. Ну, сюда я, допустим, на один блок могу передвинуть. Условно. А здесь будет их целых 2. Не, ну пусть будет, что. Да, в целом тут блок будет. Думаю, нормально. Чё б не. Какие варвары? Вот эти варвары! Тю! Вот и все. Вы успешно защитили Манхата от вторженцев налетчиков. Они оказались слабым противником для вашей обороны. Что случилось? Мне лопата нужна. Лопата закончила. А чё? У тебя шкирки нет. Хочешь, я тебе дам шлем? Знаешь, за награду. Ладно, странно, но окей. Допустим. Без проблем. Давай, знаешь что? Давай, наверное, еще тыкнем, чтобы у нас улучшалась колония вот здесь. И, вопрос 1. Если у нашего друга, скорее всего, нам надо в любом случае... черт. Ну да, скорее всего. Ну окей. На факелочке пока. Давай посмотрим, что тебе надо для улучшений. Черепица из материала булыжник в стиле окей. Это в целом окей. Черная шерсть, коричневая шерсть. Андезиты... бревно тропического дерева, серая шерсть, акация, зеленая шерсть. Ох, блин, ну это уже будет сильно тяжело, я бы сказал. То есть мы даже в теории не сможем улучшить до какого-то 3-го уровня, получается, нашу колонию. Блин, обидно на самом деле. Но главное, что у нас получится сейчас дома прокачать до 2-го. Это у нас еще будет плюс еще 2 жителя. Это в теории мы уже можем выбирать еще плюс 2 каких-то возможных работника. На самом деле университет... да, разбежался. Башня чародея нам нужна. Вот это я точно знаю. Башню чародея можно сделать. Кто-то бы, на самом деле такое, знаешь, что-то добавить сюда такого, чтобы они могли что-то плантации обозначить плантару
плантатору территорию поля этим блоком, установив его в мире. А что он делает? Просто плантации делает. Хижина кроликовода, курятник и хижина рыбака. На самом деле я бы курятник сделал. А, вы должны привести. Ага. Можно сделать скотоводы и курятник. В целом, я думаю, то, что почему нет? У них будет курьер. А, ну башня чародея, правда, еще. Блин, ну придется от чего-то отказаться. Но от курятника у нас в целом это не беда. Что у нас до скотовода надо? Одна сырая говядина. И также еще нам надо будет сейчас сделать этот. Также нам сейчас надо будет делать одну так называемую... А чё вы? Ну ладно. Также нам нужно сейчас будет сделать чародейский еще один стол. Ну, в целом у меня предметы есть для этого. Вообще не беда, книжек я добыл прям там навалом, я бы сказал. Так, давай сюда чародейский стол. И сейчас просто берем кучу досок для того, чтобы сделать башню чародея и хижину скотовода. Это что сейчас был за звук? Ты еще кто такой? Чародейка? Что это ты здесь устроил? Что? Кто я и почему докопалась до тебя? Я Верховная Чародейка, великолепная неотразимая Герда Поборская. Что теперь зрит за этими землями? Удивлен? Ну... Да, ты меня отвлек, мальчуган. Я не для своего же бахальства здесь. Спрошу еще раз. Для чего тебе это здание? Решил в магов поиграть? Да ты хоть теорию знаешь, а? Понастроил тут бассейнов и распределителей из травы и палок. И думаешь, что уже может заняться мистицизмом. Вороне с тобой. Если я ответственна за этот регион, так уж и быть. Придется тебе втолковать кое-что. Сейчас ты, юноша, на пороге большого открытия для себя. Это здание в корне решит твою дальнейшую судьбу. Теперь тебе придется работать с реальными профессионалами. Посмотрим, на что ты гораст. Не желаю мешать тебе и тратить свое драгоценное время, но от меня ты все равно не избавишься. Будь уверен. Скоро мы вновь встретимся. Ага, чародейка. Новый сюжетный персонаж. У меня этих сюжетных персонажей уже хватает с головой до пят. Ну ладно, чё уж добра таить. Жаловаться не буду. Если она нам ничего плохого не хочет сделать, то и жаловаться в целом не на что. Логично? Думаю, да. Окей, значит, чё у нас какие проблемы? У нас проблема в том, что нам нужна акация, нам нужна много чего на самом деле. О, кстати, спасибо за зелье стремительности и за все это прикольно. Нам нужна акация, нам нужно еще какой-то там дуб какое-то дерево. Куча шерсти разных цветов, вот это то, что я точно понял, куча разных шерсти. Это прям на самом деле беда-беда. Это, кстати, скорее всего хижина пастуха, да. Это хижина пастуха нам нужна. Не, ну окей, в целом не проблема. Сделаем. Хотя подожди. Нате, лопаты пока. Иди работать. Знаешь что? А есть ли смысл в том, что они сейчас сделают себе пастушью ферму? Мне кажется, в этом смысл не сильно большой, потому что смотри, в чем проблема. Так как нам нужно много различных цветов, да? В теории нам нужно также много всяких овец. То есть в теории, если пастушья ферма как раз этим будет заниматься, то это очень выгодно. Не, ну окей, пока все равно я делать прям что-то наподобие не буду, потому что бог с ним, как говорится. Так, хижина скотовода, привет, как ты у нас выглядишь? Ты у нас такая малютка. Так, а где у тебя вход? Ага, вот у тебя вход. Надо, чтобы вход у тебя был с этой стороны. Ну вот тебе, пожалуйста. Ну мне нужно, правда, тебя вот сюда немножко сейчас подвинуть. Вот сюда на один блок. О, все. Прям вообще прекрасно, могу сказать. О, да, вот так. Ну окей, давай тогда первый уровень построить. Давай тогда сразу же запустим тебя на строительство. И башня чародея. Это самое главное здание, которое должно у нас стоять прям вот, я не знаю, прям чуть ли не в центре колонии, по ощущениям. Но у нас здесь еще вот свободное место, знаешь, такое чуть-чуть есть. Я, правда, не знаю, что это такое. Инфраструктура явно нет. Вот мистическое что? Башня чародея. Блин, ну она огромная на самом деле. Она реально прям довольно сильно огромная. Что мне с этим делать? Мне нужно где-то место искать еще. Для того, чтобы еще добавить хижину чародея. Куда бы мне ее втыкнуть? Вопрос. Не, я могу в целом и сюда куда-то втыкнуть. Не, но здесь будет некрасиво. Не хочу. Можно куда-то вон туда, знаешь, прям самую даль закинуть. В любом случае, нам границы колонии вроде как позволяют. Ну да, позволяет. Можно куда-то, вот знаешь, в далекий такой угол, магический уголочек. Тем более, знаешь, учитывая то, что она в целом выглядит вот так, выглядит как сторожевая башня, на самом деле. Но и она и крупная, на самом деле. А что тебе надо? Ну в целом просто дуб на самом деле. Все, больше ничего. Так, эту ферму я построил. Ой, я дурак. Ладно, пусть будет. Дом я сейчас строю, после этого строится склад, после этого строится курьер, после этого строится ресторан, после этого строится хижина
скотовода, после этого строится башня чародея. Ема. То есть нам бы, кстати, сразу же после того, как построится этот дом, сразу же его прокачать. Потому что нам же нужно 2 жителя. То есть сейчас вот с этого вот, которые выросли здесь дети, они пойдут на курьера и на ресторан. А вот на башню чародея и на скотовода некому будет пойти. То есть либо нам кого-то нанимать надо, либо что-то придумывать. О, прикинь. Что у тебя опять там случилось, друг? Что у тебя стряслось? Надо покушать тебе. Ты что, все сожрал уже? На тебе морковки чуть-чуть. Так у тебя вот капуста есть, что ты не жрешь? Капусту, все, ну есть капусту, что ты капусту не... Окей, тогда пусть он там строит, ресурсы я ему уже дал. Пусть он себе строит, строите, все равно чанки там прогружаются, поэтому пусть себе там батрачит, пусть себе выстраивает там что хочет. Надо собрать капусту на самом деле, тут не только капуста, а так тут еще куча всякого интересного. И давай, знаешь что? Давай без давай, а давай без давай. Сделаем вот этот малый самоцвет. А нет, не малый самоцвет, обманул тебя. Волшебный верстак нам... ну да, малый самоцвет нам нужен в любом случае. Значит, как это работает? Сейчас я буду вам рассказывать. Нам нужно взять любое ведро, которое у меня вот здесь есть. Пойти в него набрать лавы. А лава у нас, по сути, под нами. Но есть вон там, кстати, недалеко от нас лава. Можно будет где-то отсюда. Вот, можно отсюда взять ведро лавы. Чик. Все, достижение 2000 получаем, прикинь. Вот так прикол. И смотри, как это все выглядит. Я, правда, не знаю пока, куда это все расставлять. Ну, вот это все, знаешь, магическую теорию. Пока я куда-то вот сюда закину, ну, выглядит, конечно, не очень. Можно будет за серией какую-то платформу сделать, для того, чтобы выращивать. О, кстати, тут еще же монстр появляется, точно. Где-то пусть тут будет выращиваться наша система вся. И ставим сюда... Куда я его делал? Зачем я его выбросил? Это же дурак. Где мой... тигель? Вот, тигель есть. Окей. Давай мы сейчас его поставим вот сюда. Все, он по сути будет работать, так как он от лавы работает. В целом он работать будет. Что нам надо? Нам нужно 2 грубых лазурита. То есть это мне в теории нужно идти сейчас в шах. По сути своей, потому что сейчас лазуритик. Буквально 2 штучки. Потому что по-другому этот кусочек, я так понимаю, никак не получить, да? Ну только с лазуритовой руды, если... Нет, обманул. Сейчас, подожди. Я кое-что вспомнил. Смотри, 9 лазуритовой руды у нашего шахтера есть. Мы сейчас просто делаем вот так и получаем 37 грубого лазурита. Пожалуйста, вот тебе, видишь, рабочие. Молодцы, добывают ресурсы, не жалуются, развиваются. Ну, как этому не радоваться, вот скажи мне, ну вот как? Вот и я удивляюсь. Окей, что значит нам надо? Нам надо, кстати, 4 здесь осколка души, 2 из которых у меня есть. То есть это в теории нам нужно сейчас сделать еще один ритуал, но в целом это не проблема. Мы это можем реализовать. Только нам нужно подождать, пока вот здесь накопятся монстрики. Да, нам нужно хотя бы, чтобы 2 каких-то существа там накопилось. То есть либо скелеты, либо зомби. Ну, нежить любая, во всяком случае. И да. То есть, по сути, вот как будет выглядеть крафт. Давай сразу же возьмем с собой 2 редстоуна. Также одну эссенцию плавления вместе с зажигалкой, которая у меня где. Вот она. И вроде бы больше нам ничего не надо. Вроде бы больше ничего. А, ну ведро воды у меня тоже есть с собой. Отлично. То есть, теория, мы сейчас просто здесь... переделываем в монопыль наш редстоун. Стоит лишь нам здесь сделать вот этот вот ритуал, который требует от себя немножко ожиданий для того, чтобы здесь немножко упали монстры. Ну, нежить во всяком случае. А вот и спустя небольшой промежуток времени у нас и появились здесь монстры. Зажигаем нашу жаровню, и сейчас будет самое интересное. Вот, смотри, начался у нас ритуал, и сейчас эти все монстры превращаются в осколки души. Да, правда, их немножко здесь маловато, потому что они сейчас все, скорее всего, где-то вот тут. Здесь 9. Вот что? Что здесь делает курятина? Ладно, что будем иметь в виду. И что? Мы можем отправляться спать, скорее всего, да? Да, мы сейчас можем отправляться спать и начинать делать как раз-таки этот крафт. Будет страшно на самом деле, я давно этого не делал. Давай сделаем с тобой впервые. Ой, блин, пошел снег. Я могу поспать. Просто сейчас жители работать не будут из-за того, что на улице снег. Блин. Давай пробовать. Чё уж, выливаем в ведро воды. Оно сейчас у нас должно начать что-то там делать. И что нам надо? Нам нужно сразу же кинуть сюда киноварь. Да? Да, нам нужно кинуть грубый лазурит киноварь. После этого дождаться, пока оно что-то сделает. Кинуть 4 осколка души. 2 раза помешать и кинуть кварц. В целом все понятно. Ждем, пока у нас сейчас оно превратится во что-то.
Кидаем 4 осколка души. Сейчас она тоже у нас должна во что-то превратиться. Делаем раз. Почему? Вот видишь, об этом я как раз таки и говорил, то что я не сильно разбираюсь, как это делать. То есть смотри, вот, в мистицизме, в этом нашем тигеле, вот, в каждом этапе необходимо бросить все предметы в порядке, указанном в рецепте. Мешать надо только, если это указано. Изменение цвета воды в тигеле, а также специфический звук просигнализирует о переходе на следующий этап. Когда это произойдет, вам также необходимо сделать действие следующего этапа. Ну так я это и сделал. Давай попробуем еще раз, окей. Давай попробуем. Заливаем воду, ждем, пока она сейчас у нас закипит. Вот, готово. Закидываем сюда грубый киноварь. Сейчас у нас сделает что-то. Вот, закидываем 4 осколка души. Ждем, пока у нас оно сейчас тоже сделает. Раз, два. И ничего не происходит. Почему? Ух, друзья. Я это, конечно, не снял сейчас, но у меня получилось. Малый самоцвет души. Я получил квест, также за него мистическую монету. Мы ее не тратим, не забываем. Кладем давай сюда. У меня уже 10 штук, кстати, на самом деле. Это прикольно, это круто, классно. И что нам надо дальше? Нам нужно дальше задать вот это. Нам нужно сейчас взять два белых ковра. Также нам сейчас нужно сделать фиолетовые красители для того, чтобы сделать 2 фиолетовых как раз этих ковра. Далее пьютеровый орнамент, который делается в целом довольно просто. И снизу нам нужно поставить 3 жизни дерева. В целом это у меня есть, и мы получаем свой волшебный верстак. Это не просто верстак. Спасибо большое за квест. Давай поставим пока его куда-то сюда. И вот мы получаем за это квест. Давай мы получим сверхбезопасный свиток телепортацию в колонию. Кстати, 2 штуки. О как. Ну спасибо. Будем иметь в виду. И что у нас далее по квесту? Я еще, кстати, могу забрать. Медная мини-бочка. Реально медная мини-бочка. Понял вас, спасибо. Далее у нас по квестам создать деревянный алтарь и... Да, в целом все. Да. Мы можем в целом это сделать, потому что у нас хватит эссенции смерти, дабы провернуть здесь вот это. Даже мы на самом деле и сейчас-то можем провернуть. То есть нам в теории надо сейчас просто написать здесь эссенции смерти. Да? Нам нужно взять сердце зомби, 1 гнилую плоть. Далее нам нужно взять 2 костные муки и 1 древесный уголь. Кстати, надеюсь, он у меня есть. Вот, да, есть. Все, мы можем в теории даже сейчас это провернуть. Давай мы это сейчас и провернем. Закидываем сюда водичку и ждем, пока у нас... Ну, можно уже за ресурсы закинуть, на самом деле. Сейчас они уже превратятся. Закидываем сюда 2 костные муки, сделаем 2 вращения. У нас сейчас вода поменяет свой цвет и закидываем древесный уголь. И мы получаем эссенцию смерти. Да, все правильно, в количестве 4 штучек. Отлично. Далее что? Далее мы можем уже создать в теории вот это. Это по сути любых полстака досок. Целых полстака, нифига себе. Далее 2 эссенции смерти, это в целом у нас есть. 1 осколок души и 1 пепел. Ну а пепел это, кто не помнит, это у нас просто обычная соль. Также мы можем в целом уже... Блин, здесь на самом деле много вращений надо. Эссенцию смерти 2 раза повернуть. Вот это закинуть, тоже повернуть. Также мы можем создать еще один вот этот вот самоцвет. В целом ресурсы у нас на него есть. Но я не думаю, что он сильно нам сейчас прям нужен. Потому что у нас в целом дома сейчас уже и так есть для наших жителей. Хотя, с другой стороны, можно будет как-нибудь создать. Но явно не сейчас. Сейчас мы, по крайней мере, в этом не требуемся. Потому что у нас даже те еще не готовы, все хижины. Поэтому сейчас, пока мы этим не сильно горим, сейчас на самом главное создать доски и создать алтарь. Для того, чтобы в будущем мы смогли что-то допроворачивать. Так, все есть. Закидываем сюда, давай даже посмотрим, полстака досок. Да, давай. Сейчас у нас оно превращается во что-то. 2 эссенции смерти, 2 вращения. И вот эти вот штучки, и еще 1 вращение. Вот у нас полстака гладких досок. Фух, на самом деле рецепт довольно тяжеловатый, я бы сказал. Ну как, он опасненький, я бы даже сказал. И что нам надо? Нам нужно сделать забор, и еще нам надо сделать плиты. Плиты есть, забор в целом тоже есть, и нам нужно создать... Я, правда, не знаю сколько, 6 штук нам вроде бы их нужно создать. То есть нам нужно сейчас немножко побольше дерева, дабы сделать сейчас побольше заборов. Но это, по сути, тратится сколько? На 1 штучку тратится 2. Это нам еще нужно создать еще 6 забора. Готово. И делаем 6 деревянных алтарей. Получаем квест. Ну, вернее, под задачу, потому что нам еще нужно соломенное чучело. Это нам нужно
5 пшенички. Давай сделаем. Да, соломенное чучело получаем. И за это выполняем тоже квест. Спасибо большое. Получаем 7 мистических монет. Прикольно, спасибо. И давай мы куда-то, пока его на улицу поставим. Я, правда, хер его знает, куда на самом деле его ставить. Ну, давай куда-то вот сюда. Вот так он ставится. И сюда куда-то нам нужно поставить соломенное чучело. В целом все, готово. Мы дальше можем делать кубок. Он делается в целом довольно легко, конечно, за исключением вот этого, потому что нам надо... Сколько нам надо? Их нужно 4. Ну... А здесь что у нас? Курильница. Тоже слиток волшебного золота. Нам нужно еще 2 крафта. То есть нам нужно 4 сделать таких крафта, вот этого волшебного золота. Нам нужно еще 4 осколка души, 8 золота и 12 мана пыли. В будущем, скорее всего, конечно, мы можем это автоматизировать. Я в этом почему-то сильно уверен. Но... не сейчас. Также у нас есть какой-то заклинатель душ. Мы можем уже его сделать. Амулет пустоты мы можем в теории сделать. Далее мы сможем уже создать... А я не помню, что-то я хотел создать, но я забыл что. А, ну как раз с помощью... Блин, я что-то хотел с помощью магического верстака сделать. Смотри, подожди. А это что? Магия на практике. Он долбанный волшебник. Прежде чем погрузиться в магический быт, сначала следует понять, откуда растут ноги. Использование заклинаний расходует запас маны. Полоска, отображающая текущий уровень маны и максимальное значение, появляется справа сверху над ходбаром. Мана регенерирует медленно, однако этот процесс можно ускорить зельями, аксессуарами и экипировкой. Максимальный запас маны можно увеличить броней или кольца. Ага, ну в теории у нас уже много чего есть из этого всего. То есть вот тот же самый начертательный стол у нас. Ты посмотри, какая здесь запутанная вся система. Но мы можем вот это вот сделать на самом деле. Вот эту броню. Это самая первая, самая такая, знаешь, базовая. Ну и первый посох старца. Это в целом не беда, не беда. Вот это только вопрос что. Корень Мирамера. Какой-то корень. Но это скорее всего я смогу где-то вот здесь-то получить. Ты глянь просто какой огромный рецепт. Ну, точнее, как много квестов здесь. Жесть. Ну, давайте тогда, знаете что? Давайте тогда продолжим это все делать в следующей серии. Да, друзья, потому что серия уже и так очень сильно затянулась, я уверен в этом. Мы сделали за эту серию очень много чего. За серией я постою, прокачаю, ну как прокачаю, я построю все хижины, которые у меня сейчас сзади стоят. Если что-то будет происходить, обязательно я включусь для следующей серии, потому что за кадром, ну точнее во время серии, чтобы строились какие-то здания, но это будет, ну как-то не очень сильно, поэтому я их построю за кадром, до 2 уровня прокачаю, чтобы потом что-то было здесь. Ну и естественно дальше будем продолжать это все делать. Мы в теории в следующей серии что можем делать? Нам нужно в следующей серии создать кубок. Дальше курильницу нам нужно создать 100%. Скорее всего, там можно создать в следующей серии. Ритуальное благословение, ну, вряд ли у нас это получится сделать. Можно также попробовать сделать заклинатель душ. В целом, почему бы и нет. Далее. Можно сделать также планшет маны. И после этого кольцо маны сделать. Потом можно будет попробовать. Можно попробовать сделать трость изобретателя. И наш первую книжечку для того, что... ну и полный сет, естественно, брони. Для того, чтобы мы могли хотя бы как-то колдовать. Это само собой. И что еще? Вот. Хлипкий журнал еще бы нам создать. В целом, как раз у нас 2 сверхбезопасных свитка телепортации есть. Обычный поезд делается в целом довольно просто. Ну а все остальное у нас есть. Да, мы можем это сделать. Хотя бы даже, наверное, вот это. Хотя нет, не сможем. Окей, хлипкий журнал пока сможем сделать. И да. Нет, кстати, хлипкий журнал. Нет, хлипкий журнал я поставил. Окей. Далее, что мы еще можем сделать? Пока здесь у нас запрет, потому что нам нужно еще вот это сделать и вот это сделать. То есть мы это пока не сможем соорудить. Ну и желательно какую-то новую броню делать, потому что в следующей серии мы еще отправимся в Mind Cells, в измерение то самое, которое мы там находили. Будет первые драки, первые бои, поэтому нужно будет создавать какую-то новую броню. А новая броня будет делаться у нас как раз с новых ресурсов, которые у меня есть. Вот, нефрит, видишь, какая здесь броня. В целом здесь ресурсы вполне себе легко достаются. Рубин у меня есть, все есть, то есть можно реально и броню какую-то сделать, потому что, ну здесь 25 маны всего лишь добавляется, то есть лучше все-таки реально броню какую-то вот эту сделать. Да, вот я как раз вот эти вот и сделаю, потому что почему бы и нет, оно же есть. Ну да, вот я, пожалуйста, сделаем еще вот эту броню в следующей серии. На самом деле можно еще сделать какую-то катану, которая вот
из вот этих вот у нас, видишь, низерская катана. Вот, обычная катана, вот можно ее сделать. Двуручная рукоять катана. Ну да, можно еще катану сделать. Можно ее будет еще попробовать зачаровать. Скорость атаки 2 в секунду. Да, в следующей серии планов у нас много. Поэтому будем к этим планам стремиться. Ну а на этом будем пока заканчивать данную серию. Спасибо всем вам огромнейшее за просмотр данной серии. У нас начинается какой-то экшен сборки. Прям, ну экшен крутой. Какой-то месиво намечается. Как раз, кстати, на 10-ю серию. Юбилейную, кстати. И, да, подписывайтесь на канал. Также не забывайте подписываться в телеграм-канал. Не забывайте также подписываться на сайты разработчиков. Все соцсети находятся в описании. Также, если вы хотите поиграть на данной сборочке, ссылочка на сайт в описании. Покупайте, играйте, получайте наслаждение. Также, кстати, я буду ждать от каждого советы, комментарии и всякие интересные идеи, что можно еще в этой сборке сделать, какие-то помощь, может быть. Ну и, естественно, буду ждать каких-то интересных событий в сборке. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорой встречи, друзья. И еще услышимся. Пока!